Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Горькая полынь лечит лучше, чем любые таблетки. На Руси полыни приписывали магические свойства. В начале лета праздновался девичий праздник – Семик. В этот день молодежь гоняла русалок, поэтому девушки, чтобы уберечься от ведьм, русалок и другой нечисти, весь день носили под мышками полынь или подвешивали пучок полыни над дверями дома. Считалось, что полынь защитит его обитателей от колдовских чар. По этой же причине под Рождество полынью окуривали дома и конюшни. Для этого полынь собирали на Успение 28 августа и освящали в церкви. Полынь также имеет репутацию санитарно-гигиенического средства. Ею издревле окуривали заразных больных и помещения во время войн и эпидемий, а в качестве дезинфицирующего средства использовали даже при холере. Во всем мире с глубокой древности используют полынь для лечения болезней. Плиний писал, что путник, имеющий при себе полынь, не почувствует усталости в дальней дороге. Ее применяли при желудочных и глазных заболеваниях, при желтухе, в качестве мочегонного и глистогонного средства при лихорадке. Рецепты. В эмалированной кастрюле залейте 1 столовую ложку травы полыни стаканом холодной воды. Поставьте на медленный огонь и кипятите под закрытой крышкой 5 минут. Снимите с огня, процедите. Отваром полощите рот для устранения неприятного запаха. Залейте 1 чайную ложку мелко нарезанной свежей травы полыни в чайнике 1/2 литра крутого кипятка. Дайте настояться 20 минут. Пейте с добавлением меда по вкусу по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды для возбуждения аппетита. Возьмите 100 граммов свежей полыни, промойте под проточной водой и залейте чистой холодной водой на сутки. Затем, не меняя воду, сварите траву, процедите, отожмите и в отвар добавьте 400 грамм сахара. Снова поставьте на медленный огонь и, постоянно помешивая, варите до загустения. Слейте в стеклянную емкость. Сироп очень эффективен по своим целебным свойствам. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день при болезнях селезенки и печени, особенно при желтухе и печеночных хориках, а также при заболеваниях мочеполовой системы. Корни полыни хорошо промойте под проточной водой, нарежьте некрупными частями. Залейте 1 столовую ложку нарезанных корней полыни 1 стаканом воды. Варите 10-15 минут. Снимите с огня, дайте настояться, процедите. Принимайте по 1/4, 1/3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. В народной медицине это средство применяется при опухолях желудка, прямой кишки и матки, а также при белях, отеках, судорогах различного происхождения. Отвар корней полыни на квасе применяют при эпилепсии, судорогах, круглых глистах. Для приготовления настоя 1 чайную ложку измельченной травы полыни залейте 2 стаканами горячей кипяченой воды. Дайте настояться 15-20 минут, процедите, сырье отожмите. Принимайте по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Такой настой полыни горькой применяйте как горечь для возбуждения секреторной деятельности при заболеваниях желудка с пониженной кислотностью. Соберите надземные части травы полыни накануне цветения. Промойте под холодной проточной водой, просушите и отожмите сок. Принимайте по 1 столовой ложке сока с медом 3 раза в день до еды для возбуждения аппетита. Наружно соком полыни можно лечить раны. Чтобы самостоятельно приготовить мазь из полыни, вам понадобится 2 столовые ложки сока полыни. Смешайте его с 50 граммами свиного жира. Мазь используйте наружно для лечения раневых поверхностей и при болях в виде аппликаций. Масло из семян полыни вы легко сделаете в домашних условиях. Для этого 1 чайную ложку созревших семян полыни измельчите и смешайте с 20 граммами оливкового масла. Дайте настояться 8 часов. Принимайте внутрь по 1-2 капли на сахаре или кусочки хлеба. Масло полыни можно применять наружно при болях, судорогах. Внимание! Длительное применение препаратов полыни может вызвать отравление. Поэтому между курсами приема полыни делайте перерывы до 2 месяцев. Особенно нельзя злоупотреблять полынью при малокровии. Противопоказаны препараты полыни при беременности. Ольга Романова, Горькие лекари. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.